В недавнем комментарии на канале один из зрителей спросил, буду ли я чаще затрагивать вопросы, связанные с исламом. И я подумал, почему бы и нет. Поэтому сегодня я собираюсь дать относительно краткий ответ на вопрос, почему я не мусульманин. А для тех, кто впервые, добро пожаловать в подкаст Council of Trend. Я, ваш ведущий, апологет и спикер Тренд Хорн. Не забудьте оставить комментарий под эпизодом, чтобы сообщить мне о других темах, которые вы хотели бы затронуть. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все наши материалы. А если вы хотите, чтобы канал продолжал существовать и чтобы ему не приходилось полагаться на назойливую рекламу, то поддержите нас на сайте trendhornpodcast.com. Итак, одна из распространенных тактик среди мусульманских апологетов — привести множество возражений против христианства, а затем предположить, что если вы сможете опровергнуть христианство, то человек просто должен стать мусульманином, потому что ислам, очевидно, имеет самое простое и последовательное представление о Боге. Но ислам — это нечто больше, чем просто определенное представление о Боге. Это еще и преданность предполагаемому божественному авторитету Корана и других учений ислама, дошедших до нас через различные устные традиции, называемые хадисами. Даже если бы я не был христианином, я все равно не был бы мусульманином. Я был бы просто каким-то другим религиозным теистом. Я бы верил в Бога. Я даже мог бы быть философским теистом, верящим в бесконечного Бога классических философов, таких как Аристотель. Это потому, что главная причина, по которой я не мусульманин, заключается в том, что у меня нет никаких веских причин считать ислам истинным. Я буду использовать это популярное видео «Почему ислам — это истина» в качестве примера аргументов сторонников ислама и того, почему они не являются убедительными. Помните, основные положения, которые пытается доказать ислам, это то, что Мухаммед был истинным пророком, получившим откровение от Бога. А Коран — это божественное откровение, а не просто человеческое писание. Можно доказать, что Коран от Бога. Это книга, как никакая другая книга. Речь, как никакая другая речь. И это можно показать множеством способов. Если книга не похожа ни на одну другую, это не значит, что она боговдохновенна. Произведения Уильяма Шекспира уникальны. Они ни на что не похожи. Но это не значит, что они божественны. Быть уникальным не значит быть божественным. Например, Аллах с самого начала предсказал его сохранность. Прошло уже более 1400 лет, а Коран остается на языке оригинала в полной неизменности. Поскольку мусульмане утверждают, что Коран — это прямое слово Бога, любые изменения, даже если это будет одна буква, мгновенно фальсифицируют это утверждение. Позже речь пойдет об исполнившихся пророчествах. Но для того, чтобы такой аргумент сработал, нужно очень конкретное пророчество, которое нельзя объяснить просто удачным предсказанием. Сказать, что религия или книга будет существовать и через 1000 лет, это предсказание. И вероятность того, что это предсказание сбудется, может быть низкой, но не настолько, чтобы исключить случайность. Это особенно верно, если у вас есть преданные последователи вашей книги или вашей религии, которые посвящают свою жизнь ее распространению практически любыми средствами. Кроме того, Коран претерпел изменения, поскольку, как отмечают ученые, в нем есть разночтение в рукописях. Шабир Али – известный мусульманский апологет, и он подтверждает этот факт. Это обычный Коран. Это не единственный текст Корана, который читают во всем мире. В Северной Африке существует несколько иной текст, основанный на несколько ином прочтении, в основном соответствующий тому, что мы читаем в остальном мире, но с некоторыми незначительными отклонениями, которые не затрагивают ничего из того, во что верят мусульмане, и не оказывают существенного влияния на какие-либо мусульманские практики. Кроме того, в некоторых частях Африки распространено другое прочтение Корана и соответствующая рукопись. И здесь мы также находим некоторые незначительные отклонения. Что ж, давайте рассмотрим другие причины считать Коран боговдохновенным. Аллах призывает читателя искать противоречия, если кто-то считает Коран рукотворным. Мы видим, что послание на 100% последовательное и не содержит абсолютно никаких противоречий. Ну, в аннотированном скептиками Коране есть довольно много предполагаемых противоречий. То же самое этот автор делает и с Библией, но у христиан есть ответ на эти предполагаемые противоречия, которого нет у мусульман. Христиане верят, что человеческие авторы Библии были настоящими авторами. Они не были простыми секретарями, записывающими под диктовку Бога. Например, в первом послании к Коринфянам святой Павел говорит о том, что он не помнит, кого крестил. Многие скептические аргументы против Библии можно объяснить тем, что Бог позволил человеческим авторам использовать древние литературные приемы.
неточные сводки или генеалогии, антропоморфный язык или древние научные предпосылки, которые божественному автору не нужно было исправлять. Однако предполагается, что Коран — это настоящее слово Бога. Это Бог, говорящий с нами. Поэтому такое объяснение трудностей Библии не подходит для многих трудностей Корана. Например, для его утверждения, что сперма выходит из позвоночника и ребер, а не из яичек. Даже если бы в Коране вообще не было противоречий, он был бы полностью лишен противоречий, это не доказывало бы, что он божественный. Вы можете написать вымышленную историю, в которой не будет абсолютно никаких противоречий. Но это не докажет, что история боговдохновенна. Вам потребуются дополнительные доказательства того, что ошибки отсутствуют благодаря божественному вмешательству. Аллах также сказал нам, что сделает Коран легким для изучения. Сегодня миллионы людей по всему миру хранят Коран в памяти. В каждом поколении, с тех пор, как Коран был явлен, были те, кто его запомнил. Поэтому это единственная книга в истории, которая передавалась как в человеческой памяти, так и в письменном виде. Если бы все книги просто исчезли, единственная, которая вернулась бы через день, это Коран. И что? Существует множество верований, передаваемых в письменной и неписанной форме, которые люди разделяют по всему миру. Но это не значит, что они божественны. Даже если бы это относилось только к Корану, уникальность — это общее свойство вещей в мире природы. Это не значит, что они божественны. Кроме того, Библию легче выучить, чем Коран, потому что христиане никогда не говорили, что Библия может быть понята только на одном языке. Коран же, по мнению мусульман, можно понять только в оригинале, на арабском языке. На самом деле, мусульмане признают, что есть много людей, которые могут заучивать Коран, но не понимать, что именно они заучивают. На одном из мусульманских сайтов говорится, есть люди, которые постоянно твердят о необходимости заучивания Корана и говорят о том, какую большую награду вы получите благодаря заучиванию. Есть много хафизов, которые заучивают Коран и даже не понимают, что это значит. Таким образом, у нас снова нет доказательств боговдохновенного текста. Возможно, это очень уникальный текст, но уникальный не означает божественный. Удивительно, но Аллах сказал нам, что когда люди будут слушать чтение Корана, это окажет на них воздействие, и вы увидите, как они начнут плакать. Благодаря YouTube мы можем увидеть это своими глазами. Вы видите, как люди, которые даже не являются мусульманами и не понимают языка, заливаются слезами. Даже те, кто читают, иногда плачут. Какая еще речь способна на такое? Люди эмоционально реагируют на латинские песнопения во время Великой Мессы или на многие красивые светские песни и стихи. В интернете можно найти видеоролики с реакцией людей, плачущих на всевозможные вещи. Какой мужчина не плакал, когда смотрел сцену из «Принца из Беверли-Хиллз», где Уилла снова бросает отец? Или вот парень плачет, потому что увидел двойную радугу. Многие вещи, имеющие человеческое или природное происхождение, могут вызывать у людей сильные эмоции, но это не означает, что они боговдохновенны. Пока что это, пожалуй, самая слабая причина считать Коран боговдохновенным. Но следующее вряд ли лучше. С лингвистической точки зрения, Коран остается лучшим произведением арабской литературы на сегодняшний день. Поскольку арабский язык, возможно, является самым красноречивым из когда-либо существовавших, это делает Коран самой красноречивой речью на самом красноречивом языке в истории. Одного только языка Корана достаточно, чтобы доказать, что он не мог появиться от человека. Даже если что-то является самым красноречивым примером человеческой речи, это не доказывает, что это божественная речь. Среди людей есть те, кто быстрее всех, сильнее всех или умнее всех. Но это не значит, что их успех имеет божественное происхождение. Все в творении существует по градиенту или шкале, поэтому что-то неизбежно окажется на вершине шкалы. Но это не значит, что оно находится там благодаря прямому вмешательству Бога. Так что даже если какое-то из человеческих творений является самым красноречивым, что субъективно и поэтому невозможно доказать. Но даже если бы это было так, это не доказывало бы, что его красноречие требует божественной причины. Но, конечно, рассказчик предполагает, что Коран — самая красноречивая форма человеческой речи. Он не доказал этот факт. Если бы он был таким красноречивым, миллионы немусульман читали бы Коран или просто слушали бы его, даже если бы не могли понять. Потому что они ценят его красноречие и то, как он звучит.
Но они этого не делают. Миллионы нехристиан цитируют красноречивые и трогательные отрывки из Библии. Возможно, даже чаще, чем не-мусульмане цитируют Коран. Но опять же, это абсолютно субъективный критерий, который ничего не доказывает. «Властелин колец» — одна из самых продаваемых книг всех времен. И многие считают вымышленный эльфийский язык очень красивым, но это не доказывает, что Фродо и Гэндальф существовали на самом деле. Точно так же, как я не стал бы приводить этот аргумент в пользу истинности Библии из-за его слабости, я не могу принять его в качестве аргумента в пользу истинности Корана. К этому следует добавить, что Коран также полон научных и исторических сведений, которые невозможно было узнать 14 веков назад. От Большого Взрыва до расширения Вселенной и до того, что все живые существа созданы из воды. От двух морей, которые встречаются, но не смешиваются, до точного описания человеческого эмбриона. На самом деле в книге более 1000 научных стихов, и ни один из них не может быть опровергнут современной наукой. Это называется аргументом от невозможного научного предвидения. Некоторые люди используют его и для защиты Библии, но это плохой аргумент. В итоге получается, что вы просто берете что-то очень непонятное в Коране и говорите, что это предсказывает современное научное открытие. Это как люди, которые берут очень туманное пророчество астролога 16 века Нострадамуса, а потом говорят: «О, вот видите, это предсказывало будущее», хотя оно настолько туманно, что могло предсказать практически все. И с Кораном происходит то же самое. Например, описывал ли Коран Большой Взрыв и то, что все живые существа происходят из воды? В суре 21:30 говорится: «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое из воды?» Неужели они не уверуют? Средневековый человек, рассуждающий о том, что вся материя когда-то была вместе, а потом разделилась, это не то же самое, что предсказать, что Вселенная расширилась из начального состояния с чрезвычайно высокой плотностью и температурой. Что касается предсказания о воде, то все живые существа не состоят из воды, потому что в них есть и другие элементы, помимо H2O, например, углерод. Они содержат воду, но не состоят из нее в буквальном смысле. Люди всегда знали, что живые существа зависят от воды, чтобы выжить. Или что если вы раздавите живые существа, то из них выйдет влага. Так что это не то, что может объяснить только божественное вдохновение. Человеческий автор Корана мог придумать нечто подобное. Что касается двух морей, которые не смешиваются, то на многих изображениях, которые показывают мусульмане, это не смешение двух морей. Это вода из таких источников, как ледниковый сток, то есть пресная вода встречается с соленой, а соленая вода имеет большую плотность из-за более высокого содержания соли. Поэтому между ними возникает барьер, но смешение все равно происходит. Стих в Коране, вероятно, относится к тому, как реки с пресной водой встречаются с океанами с соленой водой, и они не смешиваются друг с другом, чтобы река с пресной водой не стала полностью соленой, а океан не стал полностью пресным, что, впрочем, знали все в средневековой Аравии. Что касается эмбриологии, то Коран опирается на невероятно туманные ссылки. Например, говорит, что ранний зародыш существует в 3 покровах тьмы, или что он похож на маленькую пиявку. Само слово может также означать сгусток крови, а сгустки крови обычно образуются при выкидыше. Даже если это не так, римские и греческие историки обнаружили эти эмбриологические факты за много веков до нас. Так что крайне расплывчатые описания Корана не слишком убедительны. Что ж, повторимся, это не пример какого-то знания, которое было бы невозможно для человека того времени, и которое мог дать только Бог через божественное откровение. Коран — самая популярная книга в мире, которую читают миллиарды людей каждый день, из недели в неделю, круглый год. По этим причинам мусульмане могут с гордостью заявить, что Коран, по их мнению, является подлинным, что он полностью от Бога. Согласно книге рекордов Гиннесса, именно Библия является бестселлером всех времен, что вполне логично, ведь Библия была переведена более чем на 700 языков, а Новый Завет более чем на 1600 языков. Но даже если бы Коран удостоился чести стать бестселлером всех времен, это, еще раз, не доказывает, что он боговдохновенный. Далее в видео он пытается доказать, что Мухаммед был настоящим пророком. Это будет непросто, потому что в Коране говорится, что Мухаммед не совершал никаких чудес. В Коране даже описано, как люди возражали Мухаммеду, потому что он не совершал чудес, чтобы подтвердить свои пророческие заявления. В суре 10:20 говорится: «Неверующие говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, сокровенное принадлежит одному Аллаху. Ждите, и я подожду вместе с вами».
Однако Иисус Христос подтвердил свою весть чудесами. В Евангелии от Иоанна 10, с 37 по 38, Иисус сказал: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Высшим доказательством божественности Христа стало его воскрешение из мертвых, что является своего рода чудом, которого ислам полностью лишен. И поскольку ислам отрицает воскресение Христа, я должен отрицать ислам, потому что доказательства убеждают меня в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. В этом эпизоде я не собираюсь защищать этот факт. Вы можете посмотреть другие дебаты и эпизоды, где я это делал. Но даже если бы я не был христианином, как я уже говорил, я все равно не принял бы ислам. Теперь, мусульманские апологеты утверждают, что Мухаммед действительно совершал чудеса. Некоторые утверждают это на основании более поздних устных преданий. Такие люди, как шейх Усман, говорят, что Мухаммед расколол Луну на две части, и что это чудо может быть известно исторически. Посмотрите мой эпизод об этом в описании по ссылке ниже. Но я добавлю одну деталь, которую не упомянул в том оригинальном эпизоде. Нечто подобное могло произойти с Мухаммедом и другими очевидцами, но этому есть естественное объяснение. Вы, наверное, думаете, что могло заставить Мухаммеда и его сподвижников подумать, что Мухаммед расколол Луну на две части? Так вот, 18 июня 1178 года 5 монахов Кентербери, Англия, утверждали, что видели, как раскололась Луна. Они говорили: верхняя часть Луны раскололась надвое, и из него вырвался пылающий огонь, извергающий на значительное расстояние пламя, раскаленные угли и искры. Сегодня ученые утверждают, что монахи видели, как астероид врезался в Луну, или как метеор взорвался в атмосфере под правильным углом, что Луна тоже оказалась в поле их зрения. И казалось, что взрыв произошел на поверхности Луны. Что ж, возможно, именно это и произошло с Мухаммедом и его сподвижниками, если только эта история не является полностью выдуманной, потому что это более поздняя устная традиция. Так что нет, Мухаммед не раскалывал Луну и не совершал никаких других чудес. Большинство мусульман даже не опираются на это, пытаясь доказать, что он был пророком. Это видео, конечно, не доказывает. Однако есть ли у нас другие причины считать Мухаммеда настоящим пророком, даже если он не совершал никаких чудес? Давайте посмотрим. Его жизнь так хорошо задокументирована из-за того, какое влияние он оказал на свой народ. Мы знаем, как он питался и даже в какой позе спал. Не будет лишним сказать, что мы знаем о нем больше, чем о любой другой исторической фигуре. Если вы подумаете над этим утверждением более 5 секунд, то поймете, что это совсем не так. В Коране почти нет информации о Мухаммеде, а первая биография о нем была написана только через 100 лет после его смерти. Тот факт, что существуют книги, утверждающие, что Мухаммед никогда не существовал, говорит о том, что у нас меньше информации о нем, чем о многих других исторических личностях, в существовании которых никто не сомневается. Я считаю, что Мухаммед действительно существовал. Но дело в том, что абсурдно говорить, что у нас больше информации о нем, чем о любой другой исторической фигуре. Более того, некоторые мусульманские апологеты даже приняли точку зрения, называемую коранизмом. Это своего рода мусульманская соло-скриптура, которая ограничивает мусульманские верования только Кораном и отвергает хадисы и более поздние традиции как ненадежные. Аналогичным образом христиане также совершают эту ошибку, когда делают утверждения вроде того, что у нас больше свидетельств об Иисусе, чем о ком-либо другом в древней истории, что не соответствует действительности. У нас больше свидетельств о римских императорах и хорошо изданных философах, но это не имеет значения. У нас есть достаточно доказательств того, что Иисус Христос существовал, что Он делал радикальные божественные заявления о себе, и что Его последователи утверждали, что видели Его живым после распятия. И эти доказательства намного лучше, чем те, что мы имеем в отношении Мухаммеда, потому что они, по крайней мере, происходят из времен жизни последователей Иисуса. То же самое нельзя сказать об источниках о Мухаммеде, которые иногда появляются спустя столетия. Но даже если бы у нас были идеальные записи о жизни Мухаммеда, это само по себе не доказало бы, что он был пророком, а не просто уникальной фигурой своего времени. Потому что Мухаммед никогда не совершал чудес и не делал ничего, чтобы показать, что он был пророком, обладающим божественной властью, а не просто харизматичным человеческим лидером. Вся эта информация буквально приглашает нас изучить его жизнь и принять рациональное решение, был ли он на самом деле пророком или нет. Существует 3 варианта такого утверждения. Либо он лгал, либо был безумен, либо говорил правду.
Ах да, Господь лжец или безумец. Это классическая трилемма Клайва Льюиса. В данном случае, я думаю, это будет пророк, лжец или лунатик. Но эта трилемма работает для Иисуса, но не работает для Мухаммеда. Мухаммед утверждал, что Бог говорил с ним. Иисус утверждал, что Он Бог. Не так уж и безумно думать, что Бог говорил с вами. Многие здравомыслящие люди думают, что Бог говорит с ними в молитве через их собственный внутренний монолог или внутренние мысли. Но думать, что ты Бог, это по выражению Клайва Льюиса все равно, что думать, что ты яйцо Пашот. Мухаммед мог просто искренне заблуждаться. Точно так же мусульмане должны сказать то же самое о других здравомыслящих людях на протяжении всей истории и даже до сегодняшнего дня, которые считают, что Бог открыл им что-то через харизматическую молитву или другой религиозный опыт. Кстати, мусульмане верят, что Библия — это часть божественного откровения, но она была испорчена. Они говорят, что Иисус, да, родился чудесным образом, но они также говорят, что Иисус никогда не претендовал на роль Бога, не был распят и не воскресал из мертвых. Вера в это исходит из испорченных элементов в документах Нового Завета, а не из оригиналов, которые исходят от Бога и являются частью божественного откровения. Мусульмане любят цитировать критически настроенных ученых вроде Барта Эрмана, пытаясь доказать, что Библия была испорчена. Но они не указывают на то, что даже такие критически настроенные ученые, как Барт Эрман, согласны с тем, что некоторые части оригинального текста Библии, например, Евангелие от Иоанна, учат, что Иисус Бог, что, конечно же, противоречит исламу. Ну что же, продолжим о мусульманской трилемме для Мухаммеда. Пророк Мухаммед, мир ему, получил первое откровение от Бога в возрасте 40 лет. Это означает, что до того, как стать пророком, он прожил 40 лет совершенно нормальной жизнью. За эти 40 лет он завоевал репутацию в своей общине, и его буквально прозвали правдивым и заслуживающим доверия. Известно, что он не сказал ни одной лжи. Подумайте об этом. 40 лет искренности, а потом вдруг придумать такую грандиозную ложь, как пророчество. Это не имеет никакого логического смысла. Утверждение о том, что Мухаммед никогда не лгал, основано на хадисе, написанном через 200 лет после его смерти. Сам Коран говорит о том, что некоторые люди обвиняли Мухаммеда во лжи о Боге. В одном из переводов суры 35.4 говорится: «Если они сочтут тебя лжецом, то ведь до тебя посланников также считали лжецами, но дела возвращаются к Аллаху». Один из современных комментаторов говорит, что смысл этого стиха относится к тем, кто обвиняет Мухаммеда в том, что он ложно претендует на пророка. Кроме того, многие другие основатели религии вели нормальную уважаемую жизнь, прежде чем заявить, что с ними говорил Бог. Но мусульмане не верят их свидетельствам. Наконец, как я уже говорил, Мухаммед мог просто искренне заблуждаться относительно источника того, что он считал божественным откровением. Не забывайте, что у Мухаммеда не было опыта, когда ангел за один присест показал ему все содержание Корана, состоящего примерно из 77 тысяч слов. Мухаммед постепенно пересказывал то, что, как он утверждал, получил в течение 23 лет своим сподвижникам, которые записали это. Этого времени более чем достаточно, чтобы убедить себя в том, что с вами говорит Бог, и медленно пересказывать то, что, по вашему мнению, говорил Бог. Пророк был известен своей мудростью и безупречным характером. Люди стремились служить ему всем, чем могли. Мусульмане и не мусульмане обращались к нему за советом, и он никогда не отказывал ни в одной просьбе. Это не качество безумца. Во-первых, многие из этих свидетельств исторически подозрительны, так что не стоит строить на них свою религию. Во-вторых, как я уже говорил, вы можете искренне заблуждаться и не быть сумасшедшим. Или вы можете быть высокофункциональным, заблуждающимся человеком. Или у вас может быть некое сочетание врожденной мудрости, даже если мы это признаем, и мания величия. Все это не требует сверхъестественного объяснения. Иисус, напротив, не вел себя как пророк или предполагаемый пророк, как Мухаммед. Он не вел себя как человек, указывающий на Бога, как на свой высший авторитет. Иисус часто указывал на себя. Иисус говорил, что Он является высшим авторитетом благодаря своим радикальным, уникальным отношениям с Богом. Он говорил, что является путем, истиной и жизнью, тем, кто пришел в мир, тем, кто будет судить мир. В притче о злых виноградарях, которую большинство критически настроенных ученых считают подлинной, Иисус отождествляет себя не с рабами, символизирующими Божьих пророков, а с сыном владельца виноградника, сыном Божьим.
И хотя мусульмане часто утверждают, что Иисус был еще одним пророком, таким же, как Моисей, а Мухаммед последним пророком, Иисус, конечно, не вел себя как пророк. Он творил чудеса по собственному авторитету и утверждал, что является не просто Божьим пророком, но уникальным единородным сыном Бога. Возможно, самым большим доказательством для меня является то, что пророк не умел читать и писать, не имел никакого образования, но при этом смог создать Коран, который остается лучшей литературой, которую видел мир, даже спустя 1400 лет. С точки зрения логики, этого достаточно, чтобы подтвердить, что он пророк. Мухаммеду не обязательно было уметь читать или писать, если он слышал достаточно арабской поэзии в своей жизни и других религиозных текстов, в том числе христианских, чтобы потом суметь пересказать что-то свое. И как я уже отмечал, у Мухаммеда был долгий период времени, чтобы развить эти мысли. В Коране записано, что люди скептически относились к Мухаммеду из-за этого факта, потому что на декламацию ушло 23 года. В суре 25:32 говорится: «Неверующие сказали, почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом». Конечно, так и есть. Это напоминает мне о том, как в учении и заветах, одном из священных текстов мормонизма, объясняется проблема, связанная с книгой Мормона. Когда Джозеф Смит якобы переводил золотые таблички, 116 страниц перевода были утеряны. В учении и заветах говорится, что Бог велел Джозефу не переводить эти таблички, потому что это якобы была ловушка, которую дьявол устроил через врагов Смита. Там говорится: дьявол попытался заложить хитрый план, чтобы разрушить эту работу, ибо он вложил в их сердца, чтобы сделать это, чтобы, солгав, они могли сказать, что поймали вас на словах, которые вы притворились, что переводите. Проблема в том, что если бы оригинальные 116 страниц были найдены и сравнены с новым переводом Смита, то оказалось бы, что они не совсем совпадают, и тогда люди обвинили бы его в том, что он не пророк, а просто человек, который пересказывает историю. А поскольку он пересказывает ее по памяти, то каждый раз она будет немного отличаться. Поэтому, чтобы избежать этого, Бог якобы велел Джозефу Смиту перевести эту часть книги Мормона с другого, сокращенного набора золотых табличек, который рассказывал бы ту же историю, но звучал бы немного иначе. Это объясняло бы в случае, если бы оригинальные 116 страниц были когда-либо найдены. Нечто подобное может происходить и в Коране, чтобы объяснить, почему Мухаммед так долго читал Коран людям. Почему этот процесс длился так долго? Искренне ли он передавал то, что считал божественным откровением? Или же делал это неискренне? Пророк также рассказал множество пророчеств, которые не имели смысла в то время и материализовались только недавно. Вот послушайте, он говорил, что бедные арабы, живущие в пустынях, будут соревноваться в строительстве высоких зданий. Люди строили высокие сооружения на протяжении многих веков. Мухаммед, вероятно, знал о пирамидах в Египте, а собор Святой Софии был построен за несколько десятилетий до его рождения. Даже сторожевая башня в пустыне может считаться высоким зданием. Нет ничего особенного в том, чтобы предположить, что люди будут строить то, что они строили всегда. Он сказал, что интерес распространится настолько, что никто не сможет укрыться от его прироста денег. Он сказал, что власть и авторитет будут отданы не тем людям. Он сказал, что сексуальная распущенность станет необузданной, и что родители будут рожать своих хозяев. Это лишь несколько примеров из множества достоверно подтвержденных пророчеств. Как я уже говорил, подобное пророчество может сделать каждый. Разница между удачным предсказанием и божественным пророчеством заключается в том, что пророчество настолько специфично и удалено от события, которое оно предсказывает, что естественного объяснения предсказанию нет. Но каждое поколение считает, что следующее поколение неблагодарно или узурпирует их. Для того, чтобы сказать, что ситуация ухудшится и оказаться правым, не требуется божественной причины. Буквально одно из пророчеств в этом разделе гласило, что власть будет отдана не тем людям. Вау! Как человек мог предсказать, что такое может случиться? Хотя, если вы хотели привлечь консерваторов к своей вере, вам, вероятно, стоило выбрать другую иллюстрацию. В любом случае, предсказание в Коране — это то, что можно ожидать от средневекового арабского автора, а не от откровения самого Бога. Удивительно, но его величие признано во всем мире, даже не мусульманами. Например, Майкл Харт, написавший знаменитую книгу о 100 самых влиятельных людях в истории, ставит пророка Мухаммеда, мир ему, на первое место в своем списке.
Другие примеры включают доктора Кита Мура, Джорджа Бернарда Шоу, Ганди, Томаса Карлайла, Ламартина. И список можно продолжать и продолжать. Разве мы не можем логически и рационально сказать, что он говорил правду? И снова, ну и что? Иисус и Конфуций также возглавляют эти списки. Но они и другие основатели мировых религий не могут все говорить правду. Кто-то из них должен ошибаться, либо потому, что искренне заблуждался, либо неискренне лгал. Наконец, вы можете сказать, что в этом эпизоде представлены не самые лучшие аргументы в пользу ислама. Но я просмотрел множество других апологетов ислама, и все их аргументы в основном одинаковы, потому что у них нет конкретного чуда, на которое они могли бы опереться в качестве доказательства. И поэтому Коран становится субъективным, живым чудом, которое они должны защищать. На самом деле, аргументы других мусульманских апологетов даже хуже, чем те, что приведены в этом видео. Вот, например, этот апологет, который утверждает, что рост ислама доказывает, что это единственная истинная религия. Пророк, мир ему и благословение, продолжал уверенно распространять послание ислама. И ислам распространялся очень быстро. Это будет моим вторым пунктом. Ислам очень быстро распространился за очень короткий период времени, обретя тысячи последователей. Он распространялся с невероятной скоростью, от Мекки до Медины, от Испании до Китая, Африки. И вот мы уже в 2022 году, и сегодня это самая быстрорастущая религия во всех странах мира. И это мой второй пункт. О распространении ислама говорится в Коране и в достоверных хадисах. Конечно, это ничего не доказывает, поскольку это можно объяснить множеством социальных факторов. А предсказание сделать не так уж и сложно. Вы можете попасть в точку только благодаря случайности. Но этот факт должен послужить предостережением. По данным исследовательского центра Пью, в течение следующих 25 лет процент христианского населения в мире будет стагнировать. Процент религиозно неаффилированных людей уменьшится, вероятно, из-за низкой рождаемости. Но процент мусульман будет расти. Если тенденции сохранятся, то ислам, вероятно, станет самой большой религией в мире. Поэтому христиане должны быть готовы ответить на аргументы ислама. Отлично, я надеюсь, что это было полезно для вас. Я готов обсудить вопрос о том, истинен ли ислам с мусульманским апологетом. Я уже обращался к одному из них, но ответа не получил. Так что, надеюсь, мы сможем найти кого-нибудь еще, чтобы организовать подобную дискуссию. А пока спасибо вам всем большое. Я надеюсь, что у вас будет очень благословенный день.